Ровно год назад разработчики запустили закрытый бета-тест новенькой CS2. И так совпало, что сегодня вышло еще и обновление, которое весит 50 мегабайт. Рассмотрим его и обсудим, что за целый год мы получили в игре. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию Wild-Drop, где помимо различных кейсов вы можете открыть и бесплатные, которые становятся доступны, пополняя баланс на сайте. Но самый интересный вид кейсов на Wild-Drop является бонусный, где можно открыть 3 варианта. Это серебро, золото и черное золото. Суть проста. Вам рандомно выбиваются 5 кейсов и по 5 скинов из каждого. В моем же случае опыт оказался удачным. Ну а если же вам не понравился какой-либо скин, то всегда можно его закинуть в контракт или же апгрейд. Также на сайте есть и бонус-бокс, где вы можете выбить различные скидки и даже случайные предметы, включая нож. Ну а для дополнительного прокрута можете использовать мой промокод. А еще при пополнении вы можете использовать уже второй промокод, который дает 40% к депозиту. Ссылочка будет в описании. Ну что же, обновление на самом деле несет исключительные изменения, связанные с текущим мейджором в Копенгагене. И так как в очередной раз официального списка изменений у нас нет, будем исходить из файлов обновления. Разработчики наконец-таки решили добавить вкладку Play-Off, и теперь она разблокирована у каждого игрока. Ранее в файлах игры данная вкладка отсутствовала, и при разблокировке данной кнопки был лишь синий экран. И если бы это был второй мейджор в CS2, то скорее всего такие вещи разработчики включали бы удаленно. Но так как эта система прогнозов у нас новая, то и очевидно, что ее будут дорабатывать параллельно с турниром. Помимо этого, исходя из файлов игры, разработчики исправили граффити команды Vitality, которая посвящена данному мажору. Ну и исправили 5 золотых наклеек автографов команды Pain Gaming. Ну и разумеется, различные изменения в файлах локализации, причем в русскую были внесены больше всего. Но, увы, там лишь к каждой наклейке и названию добавили дефис или тире, кому как удобно. Ну и, конечно же, не будем забывать, что в будущем нас ждут наклейки победителей. Надеюсь, в этот раз они хоть как-то постараются их облагородить, а не как в прошлые мейджоры добавлять приписочку где-нибудь в углу «Победители». И по плану должен выйти новый вид трофея победителей в игре. Напоминаю, что сейчас в файлах игры к новым трофеям привязана старая модель от CSGO. Ну и напоследок поговорим о, скажем так, юбилее. Боже, прошел целый год с момента, как CS2 появилась на свет. И на самом деле, как бы я в последнее время не ругал разработчиков, работу по оптимизации они проделали колоссальную. Ведь в самом начале закрытого бета-теста мой компьютер не вывозил и 3 ботов на карте. Сейчас же все работает более-менее гладко и ничего не мешает комфортно играть. Ну, помимо читеров. Ну а мы же с вами за целый год получили целый ряд карт, которые были с нами и в CSGO. Плюс ремейки аж 5 карт. Это Overpass, Inferno, Italy, Baggage и Shoots. Ну и разумеется, в каких-то я разочаровался. Но Overpass на удивление мне зашел. Также за этот год мы получили обновленный
режим премьер, а звание соревновательного теперь разделилось по картам. Ну и, конечно же, немного косметики, включая капсулы, музыкальный сет и новенький кейс. И вы знаете, на самом-то деле мы за последний год получили больше, чем за 2021 и 2022 год вместе взятые, так как контента особо не было в те года в CSGO. Ну, оно в принципе и не удивительно, так как смысл перехода и был в том, что будет проще пилить контент. Но при всех плюсах игра на самом деле переживает не лучшие времена. Античит не работает от слова совсем. Обновление к мейджору оказалось очень вялое и ленивое. Это уже не говоря о куче багов, которых принесла нам CS2. И да, все это вопрос времени, когда нам все починят. Другой же вопрос заключается в том, что какая компания подвергает такому своих игроков. В итоге то, для чего переходили на новый движок, рассыпается в пух и прах. Они по-прежнему чинят одно и ломается другое, и в итоге возвращаются старые баги. А контента при учете нового движка уж слишком мало. Ведь на новом движке проще работать и создавать контент. Но все равно при всех моих негодованиях я еще надеюсь, что разработчики смогут нас удивить. Ну а вас всех с годовщиной и всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!